Всем привет! Меня зовут Лена. И сегодня я хочу поговорить о том, почему в наше время многие люди постоянно чувствуют себя уставшими и подавленными. Почему отдых не приносит вам облегчения, и вы чувствуете себя разбитыми с самого утра. Знакомо? Чем отличается выгорание от обычной усталости? Как не упустить появление проблем у своих близких и как вернуть краски в свою жизнь, если вам все надоело? Как научиться не бросать цели на полпути? Как почувствовать себя увереннее и научиться из простых действий получать энергию для сложных задач? Как правильно отдыхать? И почему большинство современных людей делает это неправильно? В нашей стране почему-то очень сильно недооценивается важность психологических проблем и их влияние на успешность и на качество нашей жизни. И необходимость с ними бороться, посещая психолога. Ходить к психологу в нашей стране до сих пор считается странным и зазорным. Хотя у большинства на это просто нет денег. Но сейчас даже в России уже не могут игнорировать эти проблемы. Настолько массовыми они стали. Особенно на фоне продолжающейся пандемии и локдаунов. А вы заметили у себя ухудшение настроения после долгого сидения в четырех стенах? Синдром эмоционального выгорания. Или по-английски burnout. Это понятие, введенное американским психиатром еще в далеких 1970-х. А в 2019 году ВОЗ официально признала выгорание медицинским диагнозом и внесла его в международную классификацию заболеваний. По определению ВОЗ, это синдром, который проявляется в снижении работоспособности, физическом и психическом истощении на фоне тревожности и стресса. Каковы основные симптомы, по которым можно определить у себя наличие выгорания? Первый и самый ощутимый – это апатия. Это то самое, когда я ничего не хочу, когда все безразлично. Изначально апатия определялась древними философами как свобода от страдания, что вообще-то было вполне неплохо. Но впоследствии это слово стало означать отсутствие вообще каких бы то ни было эмоций или чувств. Даже по отношению к каким-то важным событиям, и хорошим, и плохим. Апатия может быть разной по степени тяжести. Более легкие формы могут проявляться в трудности принятия решений в каких-то бытовых ситуациях. В тяжелых случаях апатия достигает такой стадии, что людям сложно вставать с кровати, принимать душ. Они не могут выбрать одежду, составить список покупок, перестают думать о своевременном приеме пищи и сне. Переживающие это состояние равнодушны к происходящим событиям. Для них характерны рассеянность и невнимательность. Апатия очень часто идет в паре со вторым симптомом – ангидонией. Это отсутствие радости, неспособность получать удовольствие от занятий, которые раньше это удовольствие приносили. Например, раньше вы любили проводить время на природе. Сейчас вам этого не хочется. Не хочется читать книги, ходить в кино, в клубы, ездить на рыбалку. Или, может, раньше вы любили готовить, а теперь все это неинтересно. Да и сама еда какая-то безвкусная. То есть вы теряете все то, что раньше доставляло вам удовольствие. И сексуальное влечение тоже. Третий симптом – это снижение работоспособности и нарушение функций мышления. Ухудшается память, постоянно что-то вылетает из головы, какая-то растерянность. Тяжело концентрировать внимание на каких-то сложных вещах, мысли просто улетают вдаль. Тяжелее правильно сформулировать предложение, подобрать слова или выразить эмоции. В этой ситуации мы просто мы уже здесь наши полномочия и все.
Часто можно заметить даже физические проявления. Например, ухудшение координации и снижение тонуса мышц. И четвертое – это нарастание негативных мыслей. Причем мысли эти направлены на себя. Самоосуждение, самобичевание, чувство собственной слабости и неполноценности. То есть, если вам перестала нравиться ваша работа, вы начнете ругать компанию, руководителя, обвинять коллег. А когда человек выгорел, он не говорит, что у него работа плохая. Он говорит, что он ее недостоин и не может хорошо ее выполнить. Он обвиняет себя. Многие, столкнувшись с выгоранием и апатией, могут подумать, что это просто накопившаяся усталость или самая обычная лень. Но проблема в том, что усталость должна проходить после отдыха. После смены обстановки или сна ваше состояние должно кардинально улучшаться. А если, как говорится, я только проснулся, а уже устал, то это повод серьезно задуматься. Такое состояние еще часто называют хронической усталостью. И ей, по данным 2002 года, страдало около 20% населения, то есть каждый пятый. С тех пор, думаю, цифры лишь увеличивались с каждым годом. Обычная усталость приходит к нам тогда, когда мы выполнили большой объем работы, физической или умственной. А синдром выгорания развивается на фоне тревожности, на фоне наших с вами переживаний. Они могут появляться из-за завышенных требований к себе, каких-то завышенных стандартов, которых по вашему представлению вы должны достичь, чтобы чувствовать себя реализованным, состоявшимся, чтобы в своей голове вы могли поставить себе галочку. То, сколько усилий мы действительно приложили, не так важно. Нас тревожат не сами проблемы, а наше отношение к этим проблемам. Задумайтесь над этим. Постоянная погоня за каким-то мнимым идеалом заставляет нас все время сравнивать себя с другими, переживать о том, что подумают о нас люди, думать, что мы некомпетентны и чего-то недостойны. И вот эта постоянная тревога и приводит к выгоранию. То есть недостаточно просто устать, нужно еще постоянно беспокоиться. Уверенности в себе не добавляют и социальные сети. Инстаграм, в котором люди делятся в основном яркими, приятными моментами, вылизанными фоточками с отдыха и историями успеха. И ты листаешь эту ленту, видишь только эту красивую, насыщенную, богатую жизнь и невольно задумываешься о себе. Кажется, что ты живешь как-то не так, что ты упускаешь, что жизнь проходит мимо тебя, как будто ты ее недостоин. А между тем, даже у этих богатых и успешных точно такие же проблемы и тараканы. Вот, например, недавно 25-летняя топ-модель, которая была лицом Шанель, Диор, Victoria's Secret, звезда обложек и показов Белла Хадид, поделилась в своем инстаграм, что давно страдает профессиональным выгоранием, испытывает стресс и очень много плачет. То чувство, когда ты думаешь, что недостаточно хорош или не уверен в своем деле, естественно, написала супермодель. Она пишет, что эту тревогу, кажется, испытывают все, но пытаются скрыть это чувство. И пишет, что в такой ситуации очень важно услышать, что мы не одиноки. И это действительно так. Самому, особенно в запущенных стадиях, справиться с этим состоянием очень сложно. А близкие, вместо того, чтобы оказать поддержку, увы, очень часто лишь усугубляют ситуацию, предъявляя претензии, что человек чего-то не сделал, не выполнил какие-то домашние обязательства, что он ленится и страдает фигней. Такое отношение родных часто может стать последней каплей и привести к страшным последствиям. Поэтому, пожалуйста, будьте более внимательны к своим родным. Больше общайтесь, слушайте, вникайте, старайтесь их действительно понять. Наш мир сейчас очень усложнился. Нам нужно знать огромное количество информации, и с каждым днем ее становится все больше и больше.
Те знания, которые мы получали год-два назад, быстро устаревают, а конкуренция очень высока. Все это дает огромную нагрузку на психику человека еще со школьных времен. А человеческие чувства очень сложные и многогранные. И иногда даже самому бывает сложно понять свои чувства. Что уж говорить о том, чтобы правильно их выразить другому человеку. Особенно если кажется, что они его не очень-то заботят. Мы замыкаемся, терпим, держим все в себе. Пытаемся из последних сил что-то сделать, но делаем только хуже и хуже. Но и поддаваться апатии тоже нельзя. Нельзя завернуться в одеяло и лежать так днями и ночами. Проблема выгорания в том, что какой бы длительный ни был отдых, он вам не поможет. Как только вы вернетесь к делам, все начнется с новой силой. Но как же тогда выбраться из этого порочного круга? А помните, я говорила, что важны не сами проблемы, а наше отношение к ним. Мы тревожимся из-за каких-то мнимых высоких стандартов и из-за того, что не можем им соответствовать. Опять же, в нашем представлении. Ведь как это ни парадоксально, хронической усталостью страдают не ленивые люди. Какими они могут показаться со стороны? А наоборот, трудоголики. И чтобы решить эту проблему, нужно действовать в двух направлениях. Перестать требовать от себя слишком многого и начать хвалить за уже достигнутое. Вы должны ставить перед собой осознанные и реалистичные цели и четко понимать, что ни вы, ни один любой другой человек на свете никогда не сможет выполнить 100% своих целей. И не стоит себя по этому поводу ругать. И еще важно, вы должны понимать не только, что вы делаете, но и то, для чего вы это делаете. Если вы не чувствуете важности своих целей для себя, вы не ощутите ценности и удовлетворения от их достижения. Это все равно, что маленькой девочке вместо куклы подарить машинку. Да она может быть супер клевая, но девочка хотела куклу. Все пацаны о такой мечтают, но ей на нее все равно. Или еще, вы, например, мечтали стать журналистом или врачом, а родители отправили вас учиться на физмат. В таком случае учеба будет даваться вам с большим трудом, и радости вы по ее окончании вряд ли получите. Скорее уж, облегчение, что этот ад закончился. За нашу мотивацию на физиологическом уровне отвечает гормон дофамин. Это один из так называемых гормонов счастья или удовольствия. Дофамин участвует в системе вознаграждения нашего мозга, типа такого внутреннего кнута и пряника. Сделал что-то полезное, выделился дофамин, получил удовольствие и желание сделать еще что-то полезное, чтобы снова получить удовольствие. Вообще, дофамин играет очень важную и большую роль в нашем организме. Он контролирует нашу активность, наше поведение, настроение, характер. От него может зависеть успешность всей нашей жизни. И он даже может довести нас до шизофрении. Поэтому знать о нем и уметь на него влиять очень важно. Но это, пожалуй, тема отдельного ролика. Пишите в комментариях, если вам эта тема интересна. И ставьте побольше лайков. Кстати, там же могу и объяснить, почему всякие мотивационные семинары и гуру-сходки работают у успешных людей, но совершенно не приносят никаких результатов обычным людям. А пока только стоит понимать сам принцип достижения вознаграждения. Поэтому, если вы поставили перед собой 10 амбициозных целей и ни одну не довели до конца, то вознаграждения, скорее всего, не будет. Вы теряете мотивацию, и вам кажется, что все тщетно. Возьмите вместо этого одну цель и разбейте ее на этапы. Выполнил, отметил это, обязательно себя похвалил и получил мотивацию и энергию на следующий шаг. Не забывайте отмечать свои успехи. Вам кажется, что вы не закончили проект и ничего не добились. Но это не так. На промежуточных этапах тоже можно найти кучу мелких достижений, за которые вы можете себя похвалить. Мы теряем веру в себя, потому что не замечаем всего того, что мы делаем каждый день. А это тоже важно. Например,
Вы поставили цель – бросить курить или начать правильно питаться. И вот мы думаем, блин, это ж надо целый год держать диету, есть одну курицу. Я не смогу, сорвусь, наверное. Но не думай про весь год. Незачем изводить себя мыслями о тяжести всего пути. Думай про то, что тебе нужно сделать сейчас, сегодня. Ты же можешь сегодня хотя бы один день придерживаться правильного образа жизни. Ну, один день, конечно, смогу. Это ж пустяк, подумаете вы. Ну вот. А завтра просто повторите этот пустяк. И послезавтра. И спустя месяц ваши обещания будете выполнять уже не вы, а какой-то другой, более опытный и мотивированный текущими достижениями человек. Не надо за него переживать. Ему спустя месяц будет уже гораздо легче, чем вам сейчас. Начинайте всегда сегодня. Выполните что-то сегодня и получите за это свой пряник. Не можете сесть за сложный рабочий проект? Начните с уборки рабочего стола или приберитесь в тумбочке. Серьезно! Я, когда не могу начать сложную работу, берусь за уборку в квартире. Во-первых, в чистоте и порядке легче делать неприятные дела. Меньше раздражающих и отвлекающих факторов. А во-вторых, вы получите тот самый небольшой выброс дофамина. А чтобы усилить эффект, убирайтесь под любимую музычку. И, кстати, еще один плюс уборки – это физическая активность. Она также влияет на выработку дофамина. Раньше большинство людей было занято физическим трудом, поэтому они приходили домой, ложились и отдыхали. Сейчас больше 80% людей работают сидя и заняты интеллектуальным трудом. И когда мы приходим домой, что мы делаем? Садимся на диван и смотрим новости или сериал? То есть снова сидим, а наш мозг снова занят обработкой потока информации. И в чем тут отдых? Да, это более приятное занятие, чем офисная суета, но ваш организм не отдыхает. Если у вас сидячая работа, то лучшим отдыхом будет физическая нагрузка – прогулка, пробежка, фитнес. Если вы заняты умственным трудом, оставьте ваш мозг в покое. Не читайте, не смотрите, не пихайте в него новую информацию. Вот почему в современном западном мире вдруг стали так популярны восточные практики. Йога, медитация – это сочетание физической нагрузки и отдыха ума. То самое, что нужно офисному работнику. Поэтому учитесь правильно отдыхать. Не ругайте себя понапрасну. Верьте в себя. Хвалите себя за каждое сделанное дело. Любите себя. Поверьте, вы это заслужили, и у вас есть на это право. Ставьте лайк этому ролику и подписывайтесь на канал, чтобы увидеть еще больше интересного и полезного. Пишите в комментариях свои истории и делитесь опытом о том, как вы справляетесь с трудностями и плохим настроением. Впереди у нас долгая зима, и мне, и другим зрителям эти истории ой как пригодятся. Но поддерживая друг друга, мы обязательно со всем справимся. Не унывайте и до скорых встреч!